кажется, что это негативное явление существовало всегда. Так исторически сложилось, что особенно на западе Украины, к России, к Москве относились негативно. В годы Великой Отечественной националисты на Украине подняли головы, посчитали, что немцы им помогут. К счастью, ничего не вышло. Не всех националистов нашли и осудили, к сожалению. Но нужно отметить, что преступник Бандера свою судьбу нашел. С ним расправились. Кто именно, это тема, которую нужно рассматривать отдельно. Не будем этим заниматься в рамках данного видео. Когда СССР распался, националисты на Украине стали себя чувствовать вольготно. Начали проводить марши и парады своих ветеранов, отменили праздник 9 мая, День Победы и так далее. Свежи в памяти события 2014 года, когда представители всяких запрещенных в России организаций, вроде правого сектора, открыто заявляли о своей нелюбви к Российской Федерации и откровенно угрожали. И не только ведь угрожали, еще и воевали с русскими по духу жителями Донбасса. Все это грустная история, ведь наши народы вполне могли бы дружить, сотрудничать. Но, видимо, кому-то в мире этого не нужно. Постоянно идут разжигания ненависти. Сталин прекрасно знал о проблеме и даже по ней высказывался. Что именно он говорил? 26 марта 1941 года, то есть выходит еще до начала Великой Отечественной, Иосиф Виссарионович общался с Александром Сергеевичем Яковлевым, авиатором, ученым, военным, лауреатом 6 сталинских премий. Речь, которую услышал Яковлев, попала в полное собрание сочинений Иосифа Виссарионовича, благодаря чему мы можем ее проанализировать. Прежде чем перейти к конкретике, отмечу, что Сталин излагал мысли логично. Он говорил, на мой взгляд, правильные вещи. Кроме того, Иосиф Виссарионович, произнося речь, показал, что прекрасно знает историю и отлично разбирается, какие явления, какие последствия порождали. Причины и следствия вождь советских народов не путал. Теперь можно разбирать детали. Сталин сразу обозначил свою позицию. Он считал, что националистов, не только украинских, а всех мастей и расцветок, нужно сурово наказывать. Тут же Иосиф Виссарионович пояснял, почему именно так делать нужно. Потому что националисты – это первые помощники врагов и сами враги своим народам. Сталин видел, какая задача стоит перед этими предателями – раздробить Советский Союз, чтобы образовались национальные государства, которые можно легко завоевать поодиночке. Далее идет интересная мысль. Сталин говорил, что украинцы – это те же русские, просто националисты сеют вражду. Здесь все понятно. Иосиф Виссарионович был прав. Издревле русские и украинцы, будучи представителями братских народов, жили вместе. Простые люди дружили, не ругались. А тут появился национализм, направленный на разжигание ненависти. Сталин далее вспоминает Древний Рим и его один из ключевых принципов – «разделяй и властвуй». Далее Иосиф Виссарионович в своей речи перекидывается с гневом на Британию, и тоже вполне справедливо. Сталин отмечает, что Англия была небольшим государством, которое, используя этот самый древнеримский принцип, завоевала себе множество колоний. Получилось, что Британия стала страной, где солнце не заходит никогда. Поясню крайнюю фразу. Смысл ее в том, что у Англии действительно было очень много колоний в разных уголках Земли. И когда, например, в Лондоне была ночь, то, скажем, в Австралии светило солнце. Не было ни минуты, чтобы на всей территории Британии с ее колониями было темно. Далее Сталин перешел к Германии. Он отметил, что, цитирую, «Гитлеровские дурачки напрасно считают СССР карточным домиком». Исходя из слов Иосифа Виссарионовича, можно сделать вывод, что он всерьез рассматривал вероятность, немцы могут напасть на СССР. Сталин, в частности, говорил, что советские люди будут отважно сражаться за свою родину, рассорить народы Союза не получится. И ведь прав был Иосиф Виссарионович. В завершении своей речи Сталин еще раз обратил внимание на то, что националистов нужно держать в железной узде, чтобы они не смогли натворить много бед. Какой можно сделать вывод из всего этого? Сталин очень четко и чутко понимал политическую обстановку в стране и в мире. Он делал правильные выводы, был готов дать отпор и гитлеровским нацистам, и украинским националистам. Все по делу, все правильно. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.